Здравствуйте, друзья! Вот посмотрите, какой красивый, очень нежный, оригинальный браслет у меня получился. Я почему говорю так? Дело в том, что для того, чтобы сделать этот браслет, мне пришлось очень долго повозиться. Ну вот никаким образом не хотели биконусы становиться так, чтобы браслет не крутило, чтобы биконусы стояли ровно, и их не выпирало в разные стороны. Ну, будем говорить так, крови у меня попил этот браслет много, но в итоге посмотрите, какой получился красивый результат. Можно сделать хоть браслет, можно таким образом сделать колечко, допустим, 3 звена, и дальше можно простую дужку, а можно и все колечко так сделать. Ну и при особом терпении можно сделать и какое-нибудь украшение на шею. Плетение этого браслета не совсем такое, как мы с вами обычно привыкли делать. Но в итоге все мои труды увенчались тем, что браслет плетется очень-очень просто и очень быстро. Вот смотрите, такой строгий и немножко как бы восточный стиль. Но надо сказать, это одно из тех произведений, которыми я горжусь. Для плетения браслета я использовала бисер 18549, бисер номер 10. Ну, многие этот бисер знают, из него получаются очень красивые изделия, и я очень часто этот бисер использую. Он мне очень нравится, и вин достаточно стойкий. Также здесь я использовала биконусы 4 мм, вот такие вот красного цвета, с таким как напылением немножко перламутровым. Очень красивые, ну и в изделии смотрятся достаточно дорого. Ну и еще немаловажное значение в том, чтобы браслет был ровным и красивым, играет нитка или леска, на чем вы будете плести. Я пробовала плести на нитке, на тонкой леске, выходит криво, косо и некрасиво. Поэтому я этот браслет плела на, смотрите, какой толстой мононити. Но если у вас такой нету, то можно взять леску 0,20 мм. Ну и, как я сказала, браслет плетется очень и очень легко. И мастер-класс наш будет очень коротким, потому что мне нужно показать всего лишь, как плетется одно звено. Потому что все звенья, кроме первого, плетутся одинаково. Ну и так давайте начнем. Эта мононить у меня гораздо тоньше, чем та, на которой я плела браслет. Но зато она темная и ее хорошо видно. Значит, для начала делаем вот эти вот первые ползвена. Набираем биконус и 6 бисерин. Подтягиваем это к концу нитки и завязываем узелочек. Вот смотрите, наш узелочек остается возле биконуса. При желании его потом можно будет спрятать в биконус в конце плетения. Значит, и что мы делаем в начале? А в начале мы делаем вот что. Мы заходим в бисерины. Ну, давайте я это обрежу. Мы заходим в 3 бисерины. Набираем 1 бисерину. И проходим по кругу. И проходим по кругу. Опять в биконус.
Нам нужно, чтобы наша нитка вышла вот из этой вот вновь набранной бисерины. Вот, начало браслету положено. И теперь мы будем делать все время одно и то же. Каждый раз мы будем набирать 12 бисерин. Дальше мы заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка с обратной стороны. Вот так. И подтягиваем. Теперь смотрите, все просто. Ниточка выходит вот сюда. Мы проходим на 3 бисерины вперед. Три прошли, одну набрали. И заходим, вот смотрите, ниточка выходит отсюда, а мы заходим в соседнюю. И проходим опять 3. Вот так. То есть одну набрали и проходим опять через 3 бисерины. Подтянули. У нас вот здесь образовался уголочек. Набираем опять одну бисерину. И точно так же проходим вперед на 3 бисерины. Раз, два, три. Образовался следующий уголочек. И проходим следующие 3. И вот что у нас с вами получается. Вот нитка наша выходит. Набираем бисерину, биконус и еще бисерину. И смотрите, ниточка идет сюда. Мы подтягиваем наш набор к концу нитки. И теперь мы будем делать вот такую вещь. Во всяком случае, я так никогда не делала и не знаю, делает ли кто другой, кто плетет бисером. Смотрите, подтянули. Теперь мы берем нашу ниточку и закладываем ее вот так. С левой стороны от верхушки. Вот так. Подтянули. Смотрите, встала на место. А теперь иголочкой берем и подходим снизу. Наша задача, чтобы нитка легла вот здесь, с левой стороны от верхушки. И подтягиваем. Это как мы пришиваем пуговицы обычно. Вот так. Нитка вышла, теперь берем и проходим как через пуговицу. Вот так. Подтянули. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот, если повернуть верхушкой на себя, я это делала каждый раз, мы видим, что наша нитка, которая привязывала наш набор, вот она выходит, видите? С левой стороны. Поэтому мы делаем вот что. Вот эта вот бисерина, это вот эта верхушка, которая будет. Вот она, эта верхушка. От этой верхушки мы теперь ниткой уходим в правую сторону. И подходим точно так же, как мы пришиваем пуговицы. Единственное, что вы не должны выйти левее, чем вот та нитка, которая выходит из вот этих бисерин. Та, которую мы плели изначально. Вот, смотрите, я вышла. И если вы сделали все правильно, то вы должны услышать такой небольшой щелчок. Щелк. И встала на место. И мы теперь опять, смотрите, ниточка вышла. И мы опять, как через пуговицу, проходим вперед. Вперед. А так как мы вначале нашу нитку заводили вот сюда слева, то мы теперь с правой стороны вот так вот просто заходим в бисерину верхушечку. Все. Раз. И готово. Опять мы набираем 12 бисерин. Заходим с обратной стороны
в ту бисерину, из которой вышла нитка, подтягиваем. И проходим сразу через 3. И дальше делаем все то же самое, что мы делали вот здесь. Набираем одну бисерину и опять проходим через 3. Набираем одну бисерину и проходим через 3. И еще один раз. Набираем бисерину и проходим через 3. И вот у нас опять с вами здесь ромбик образовался. Набираем опять такой же набор. Подтягиваем его к концу нитки. Ниточкой подходим с левой стороны от верхушки. И заходим вот здесь под бисером. Вот так. То есть получается, мы делаем обводку вокруг нитки. Аккуратненько только смотрим, чтобы оно легло именно слева. Раз. И заходим сразу же в наш набор. Вот так. Если немножко сбилась вот так вот, расслабилась, то ваша задача будет, когда мы иголку сейчас протащим, сделать все равно так, чтобы вот эта нитка была слева. Ну или если вам нравится делать справа, то вам тогда придется переиначить и все плетение направо. Вот, внимательно смотрим. Ниточка должна ложиться возле верхушки с левой стороны. Вот так. Вот так. Это, может быть, первый раз будет не очень удобно, а потом 2-3 раза сделали, и идет очень-очень быстро и просто. Вот вышла наша нитка. Вот, смотрите, вот сюда заходила наша нитка. Поэтому мы берем с этой стороны. То есть выходила отсюда нитка, а вот теперь она вышла из набора, и мы берем ее с правой стороны, обводим и проводим вот сюда, опять как пришиваем пуговицу. И мы должны услышать такой небольшой щелчок. Раз, я его слышу. И теперь опять проходим как по пуговице вперед. Вот так. Все. И делать таким образом до самого конца плетения. 2-3 раза сделайте, и вам не будет доставлять никаких хлопот обвести нитку сюда и обвести нитку вот там снизу. Зато абсолютно ничего не тянет. Единственное, что, смотрите, с тонкой ниткой получается, ну, как-то немножко более расхлябано. Если вы возьмете нитку по длине где-то метр, то вам хватит сплести браслет полностью. Я один раз нитку доставляла, вот здесь вот у меня, видите, не хватило доплести, не рассчитала. Поэтому я нитку доставляла вот таким вот образом. Мы должны закончить цикл плетения. Заходим в верхушку, зашли, и дальше я делала вот так. Я уходила назад до вот этой вот бисерины. Заходила в нее.
И вот так вот под нитку подвязывала. И вот так вот завязывала здесь двойной узелочек. Так как мы прошли дважды по этому кольцу, то нитка расплетаться не будет, и можно ее больше нигде не прятать. Просто обрезали. Сразу не подпаливаем, а делаем так же. Берем новую нитку. В этом же, ну не в этом месте, но вот тут чуть-чуть рядышком. Подходим под ниточку опять. Завязываем узелочек. И смотрим, нам надо, чтобы наша иголка вышла вот здесь. Поэтому мы идем вот по этой стороне. Заходим вот в эту бисерину. Так, смотрим, чтобы нитки наши не попутались. И пошли по бисеру вперед. Вот так. Вот, вышли и продолжаем дальше плести браслет. А вот эти вот кончики потом аккуратненько обрезаем. Можно каждую по отдельности, можно свести их вместе и обязательно зафиксировать с обратной стороны. И видите, ничего не видно. Все просто. Повторяете каждый раз такой набор, как мы делали. И с удовольствием плетете вот такой вот красивый и очень нарядный браслетик. А я желаю вам, чтобы ваши изделия всегда прекрасно выглядели, доставляли вам огромное удовольствие. Всего вам доброго, будьте здоровы, до свидания.